Друзья, всем привет! Рада вас приветствовать на канале Холли Лоли. И сегодня мы с вами отправимся в мое самое любимое место в Токио. Это остров Одайба. Удивительный, уникальный остров. Да, остров из мусора. Много можно чего сказать, но изначально этот остров был построен в 1850-х годах как серия фортов для защиты Токио от морских атак. Особенно в ответ на прибытие кораблей Коммодора Перри. Одайба — это искусственный остров в Токийском заливе, известный своими уникальными достопримечательностями и очень интересной историей. Представьте себе место, которое больше похоже на декорации к фантастическому фильму, чем на обычный район города. Над вашей головой скользит поезд без машиниста, двигаясь по мосту, который сам по себе выглядит как футуристическая арка в небеса. Внизу залив, сверкающий отражениями стеклянных небоскребов. На горизонте огромный робот, который может менять форму, а рядом стоит мини-копия статуи свободы, будто бы Нью-Йорк переехал в Японию. Здесь можно увидеть музей будущего, торговые центры, пляжи, парки и даже целый город развлечений, собранный на одном острове. И самое удивительное, все это построено буквально на мусоре и песке, намытом в море. Кажется невероятным, что место, где когда-то была только вода, стало одним из самых популярных уголков Токио. Но это не фантастика, это реальность. Это Одайба. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику для продвижения этого видео. Приятного всем просмотра! Одайба — это место, которое наглядно доказывает, человек способен буквально на все. Еще несколько десятилетий назад здесь не было ни небоскребов, ни торговых центров, ни парков, только вода Токийского залива. Но в конце 70-х годов началась грандиозная работа по намывке территории, и всего за несколько лет на пустом месте вырос целый остров. Самое удивительное в том, что все это сделали в стране, где земля постоянно дрожит от землетрясений. Казалось бы, насыпь на воде должна быть нестабильной и небезопасной, но инженеры применили особую технологию – многослойную, чтобы вы поняли, насколько это необычно. Представьте, что вы кладете один лист бумаги на другой и снова и снова. Казалось бы, легко развалится. А теперь переплетите их. Один лист снизу, второй сверху. И так по очереди. Попробуйте потом разоединить. Не выйдет. Именно так, с помощью слоев и особых технологий, инженеры сделали то, что казалось невозможным. Остров, который держится и не тонет. Но начиналось все с пушек. В 1853 году в Токийский залив вошли черные корабли Коммодора Перри. Для Японии это стало тревожным сигналом. Столицу нужно срочно защищать. Сёгунат приказал построить в заливе ряд искусственных укреплений, небольших островков с пушками. Эти оборонительные платформы назывались дайба, то есть батарея. Отсюда и название района – Одайба, что можно перевести как «большая батарея». Но настоящая история современной Одайбы начинается уже в 1980-х. У Токио была дерзкая мечта – построить город будущего прямо на воде. Планировали создать огромный насыпной остров с экологичными зданиями, парками, жилыми кварталами, без пробок и смога. Это должно было стать витриной 21 века, символом японских технологий и прогресса. Чтобы это стало возможным, инженеры начали буквально создавать сушу с нуля. У моря высыпали миллионы тонн песка, гравия, щебня и переработанного строительного мусора. Все это укладывалось как огромный многослойный торт. Каждый слой укреплялся и уплотнялся, чтобы конструкция выдерживала не только вес зданий, но и удары стихии. Один из самых удивительных фактов про Одайбу в том, что остров построен не только из песка и бетона, но и из мусора. В Токио давно не хватало места для свалок, поэтому власти нашли гениальное решение – отходы не выбрасывать, а использовать для расширения города. Мусор сжигали на специальных заводах. После сгорания при огромной температуре оставался плотный шлак – твердый материал, похожий на камень. Этот шлак прессовали в блоки и отправляли в залив, где он становился частью фундамента. В дело шли и строительные отходы, старый бетон, обломки кирпичей, грунт. Все это укладывалось слоями и укреплялось так, что превращалось в основу будущей суши. Сегодня, гуляя по современным улицам Одайбы, трудно поверить, что под ногами скрыт спрессованный мусор.
Казалось бы, все шло идеально. Власти и строители гордились результатом, а в газетах писали о новом символе прогресса. Но в какой-то момент эта мечта начала трещать по швам. В начале 90-х Одайба выглядела словно сцена перед премьерой. Декорации уже готовы, дороги проложены, жилые дома стоят, современные здания сверкают, только вот людей нет. Остров пустует. Новых жителей здесь почти не было. Квартиры оказались слишком дорогими, а жить в районе, где не было ни магазинов, ни школ, ни больниц, никто не спешил. Да и само расположение отпугивало, ведь Одайба находится в заливе, а значит добираться до центра Токио было дольше и сложнее, чем из других районов. Люди выбирали привычные кварталы, где жизнь уже была налажена, а не пустой остров с обещаниями на будущее. Район, задуманный как образец современности, вдруг превратился в город-призрак. Целые жилые комплексы стояли полупустыми. Заселение местами не дотягивало даже до 10%. Поезда курсировали по новым линиям почти без пассажиров, а часть построек так и осталась замороженными. Атмосфера, которая должна была вдохновлять, вызывала скорее тревогу. Огромная территория, где есть здания, дороги и мосты, но почти нет людей. К середине 90-х стало ясно, сделать из Одайбы жилой квартал не получилось. Но вместо того, чтобы поставить точку и признать поражение, власти и бизнес решили изменить стратегию. Если здесь неудобно жить, значит район должен стать местом, куда люди будут приезжать не за бытом, а за впечатлениями. И вот с этого момента началась настоящая трансформация. Символом новой Одайбы стало здание Fuji TV, открытое в 1996 году. Его невозможно не заметить. Массивная конструкция из металла и стекла с огромным серебристым шаром наверху. Этот шар не просто декорация. Внутри расположена смотровая площадка с видом на залив и радужный мост. А еще в здании есть лифт, который движется в прозрачной трубе прямо по фасаду. Когда он поднимается вверх, кажется, что паришь над городом на дроне. Захватывающе и немножко страшно. После этого начали появляться торгово-развлекательные комплексы. Один из первых был Desks Tokyo Beach. Снаружи он напоминает палубу корабля, а внутри можно найти магазины, кафе, а главное аттракционы. Здесь открыли парк развлечений Joypolis, где стоят современные игровые автоматы и виртуальные симуляторы. Тогда это было чем-то совершенно новым, и парк до сих пор остается культовым местом для подростков и туристов. Чтобы район не выглядел только как бетонные джунгли, сделали и искусственный пляж. Купаться в заливе запрещено, но сюда привезли специально очищенный и просеянный песок, подобранный по цвету так, чтобы он красиво смотрелся в закатных лучах. Сегодня это популярное место для прогулок и фотографий с видом на море и город. Вы знаете, я хожу, просто любуюсь, наслаждаюсь тишиной. То есть, наверное, впервые, когда я приехала не просто снять ролик, а именно насладиться, потому что Одайба — это, наверное, мое место силы. Вот там мост, за мостом шумный мегаполис, а здесь ты реально отдыхаешь душой, ты можешь прийти, посидеть спокойно, в тишине, да, тут деревья, то есть какой-то уют такой некий создается. Море, конечно, не могу, океан, да, простите, не могу успокоиться, потому что, как бы сказал мой муж, что у меня такая плавательная душа, я просто обожаю купаться, поэтому здесь очень классный пляж, но здесь нельзя плавать, и, на Одайбу приезжаешь, реально кайфуешь, вот правда. Поэтому, если будете в Токио, загляните сюда, здесь интересно, классно. Не по-токийски, я бы сказала, да, потому что там все куда-то мчатся, а здесь именно такое вот спокойное местечко. И не зря я именно его выбрала для съемок клипа, когда снимала. Кто еще не смотрел, посмотрите, пожалуйста. Да, он не зашел, но он был сделан от души и для души, на память, потому что, просто хотелось мне это сделать, и я сделала. И именно здесь часть мы отсняли, поэтому такое уже мне какое-то родное местечко. Rainbow Bridge – это очень важный символ района. Днем он кажется легкой белой аркой, соединяющей остров с материком, но вечером включается подсветка, и мост переливается всеми цветами радуги. На празднике схема огней меняется, превращая его в настоящее шоу. Мост оснащен сенсорами, реагирующими на ветер и вибрации. Иногда во время сильного ветра он издает легкое гудение, как будто бы поет. Звук также учли, чтобы не раздражал, а успокаивал. Постепенно появились и новые символы, например, уменьшенная статуя свободы. Изначально она была установлена в 1998 году в честь франко-японских отношений, но благодаря своей популярности она стала постоянной достопримечательностью в 2000 году. Одайба стала местом, где технологии можно потрогать руками. В Мирайкан, Национальном музее науки и инноваций, показывают все, что связано с будущим. Здесь можно увидеть человекоподобных роботов, понаблюдать за работой дронов или поучаствовать в интерактивных экспериментах. Здесь даже некоторые пары проводят
проходит свадебные церемонии не в ЗАГСе, а в окружении цифровых бабочек и светящихся инсталляций. Особое внимание привлекал и Team Lab Borderless, музей цифрового искусства, который работал в О-Дайбе несколько лет. Здесь стены, пол и потолок превращались в бесконечные проекции. Люди ходили по залам, а вокруг оживали светящиеся цветы, птицы и космос. Это был настоящий хит, про который писали по всему миру. Теперь музей находится в центре Токио, в районе Минато. А рядом с торговым центром Дайвер Сити появился гигантский Гандам. Робот высотой почти 20 метров. Он не просто стоит. В определенные часы у него загорается подсветка, двигаются руки и ноги, открывается кабина пилота и звучит голос героя из аниме. Долгое время визиткой Одайбы был комплекс Palette Town. Его главным украшением считался торговый центр Venus Fort, стилизованный под европейский город. Здесь же находились колесо обозрения и выставочный центр от Toyota, но в 2022 году весь комплекс закрылся. Территорию освободили под новое масштабное строительство. Сегодня от комплекса не осталось и следа, но многие японцы до сих пор вспоминают это место с ностальгией. А еще Одайба подарила городу одну из самых необычных транспортных систем – линию Юрикамомы. Представьте, вы садитесь в поезд, никто не объявляет станции, нет дверей кабины. Вы смотрите вперед и видите только рельсы, небо и изгибающуюся дорогу над водой. Хотя линию часто называют метро без водителя, технически это автоматическая надземная транспортная система. В каждом составе Юрикамомы нет кабины и водителя. Всей системой управляет центральный компьютер, который контролирует маршрут, скорость, открытие дверей, безопасность и даже экстренные остановки. Если на пути появляется препятствие или человек, система автоматически остановит поезд. Поезд движется на резиновых шинах, поэтому он почти бесшумный и очень плавный. Именно такую систему выбрали для Одайбы, потому что линия не требует тоннелей или сложной подземной инфраструктуры, а значит дешевле в строительстве и устойчивее к землетрясениям. Ну и, конечно же, обычное метро в городе будущего выглядело бы слишком скучно. В первых и последних вагонах панорамные окна до пола. Именно там можно почувствовать себя на месте машиниста и получить абсолютно уникальный вид. Так, шаг за шагом Одайба из пустого района превратилась в центр развлечений и технологий. Сюда начали приезжать на свидания, семейные прогулки, фестивали, шопинг и фотосессии. Из города-призрака район превратился в одну из самых оживленных частей Токио. Но все ли здесь так идеально? Какие инженерные хитрости скрыты под этой красотой? Как Одайба не тонет, выдерживает землетрясения и почему вообще не развалилась за столько лет? В основании острова вбиты сотни огромных бетонных и металлических столбов, которые глубиной до 40 метров. Они пробивают мягкий морской ил и упираются в твердую породу. По сути, остров пришит к дну, как на якорях, и остается на месте даже во время землетрясений. Сверху сваи покрыли многослойным сэндвичем. Песок, гравий, бетон, специальные укрепляющие материалы. Все это трамбовалось по слоям, пока не образовалась плотная и тяжелая платформа. Такой фундамент распределяет нагрузку и не дает острову проседать. Здесь даже здания и мосты строились с расчетом на землетрясение. Небоскребы стоят на специальных основаниях, которые позволяют им слегка раскачиваться, не ломаясь, а радужный мост поставили на подвижные опоры, которые играют вместе с вибрациями. Внутри острова работает целая система труб и насосов, которые постоянно откачивают лишнюю влагу и не дают земле плыть. Даже во время тайфунов и сильных дождей Одайба остается сухой и устойчивой. Инженеры до сих пор следят за каждым миллиметром. Под землей установлены датчики, которые сразу передают сигнал, если где-то грунт начинает смещаться. Так что Одайба находится под постоянным контролем и, можно сказать, живая. В завершение хочу сказать, что для меня Одайба — это особенное место силы в Японии. Токио — огромный мегаполис, в нем всегда шумно, многолюдно, вечно кто-то куда-то спешит. Здесь миллионы возможностей, но иногда именно это и утомляет. А Одайба, она другая. Я люблю приезжать сюда в любом настроении, когда радостно или грустно. Иногда хочется побыть одной, и тогда именно здесь получается услышать себя. Это место, где можно расслабиться и вдохновиться. И я искренне советую каждому хотя бы раз в жизни сюда приехать, потому что именно здесь понимаешь, что будущее тут же рядом, и оно невероятное. Друзья, всем огромное аригатошенька за просмотр. Пожалуйста, поддержите меня лайком и подпиской на канал. Каждый ваш лайк и комментарий помогает продвижению и мотивирует меня делать новые выпуски для вас. Всем хорошего дня и до встречи в новых видео.